Всем привет! Недавно состоялось открытие очередной платной трассы. Объявленные вдогонку за торжественной церемонией тарифы на проезд ожидаемо повергли водителей в шок и трепет. Действительно ли сооружение современных автомагистралей призвано улучшить жизнь простых российских водителей? Давайте разбираться. Не так давно Владимир Путин и Сергей Собянин в торжественной атмосфере открыли новую автомобильную дорогу – проспект Багратиона в Москве. Он протянулся от третьего транспортного кольца в районе Москва-Сити до МКАД, где плавно встроился в северный обход Одинцова. Нужное дело? Естественно нужное, только дурак будет спорить. Столица задыхается в бесконечных пробках, вызванных нехваткой дорог. Но всякое хорошее начинание у нас почему-то немедленно превращается в свою полную противоположность. Прежде всего удивляет отсутствие съездов на ключевые внутримосковские направления. Развязки с Минской улицей, с Рублевским шоссе и даже с северо-западной Хордой по неизвестным причинам отсутствуют. То есть новая магистраль по крайней мере какое-то время будет служить лишь двум целям: выкидывать вон из города водителей, желающих его покинуть, и наоборот принимать в самое свое сердце жаждущих в город вернуться. Но это не главное. Цена вопроса. Вот что моментально вводит в ступор. За жалкие 22 километра водителям придется выложить 600 рублей. И Собянин говорит, что это для народа и для города. Уважаемые господа, вы там не продешевили? Может поднять до пары тысяч? Чего стесняться-то? Рядовые водители и так поедут по вашей чудо-дороге только в самом крайнем случае. Те же, кто пользуется ей регулярно, не заметят никакой разницы. А вы утроите ваши доходы, не ударив палец о палец. Эту дорогу наш дорогой мэр для себя строил, чтобы не стоять на Кутузовском, а с ветерком в свой дворец загородный, со службы многотрудной, утомительной добираться. Поэтому и стоимость такую установил, чтоб кто ни попадя под колесами не путался. Те тарифы на платные магистрали, которые сейчас в Москве утверждаются, и на скоростной диаметр, и на новую трассу дублер Кутузовского, являются запретительными. Они делают дорогу исключительно для люксовых граждан, для которых выкидывать каждый день на дорогу туда-обратно 1500 рублей совершенно не проблема. Рядовому автомобилисту московскому эта дорога не делает никакого блага. Тот трафик, который она уводит от себя, совершенно минимальный. Особого влияния на состояние дорожного движения не оказывает. Я уверен, что тариф надо снижать не выше 100 рублей. Тогда эта дорога москвичам принесет много пользы. При этом можно будет ее развивать, увеличив количество съездов на городские и другие улицы. Потому что сейчас их мало, дорога строилась исключительно как возможность быстро отпрыгнуть из Москва-Сити за город. По мнению региональных властей, быстро, комфортно и безопасно должны передвигаться только избранные. Удел остальных стояние в пробках и дорогой каршеринг. А что по другим дорогам? За проезд от Москвы до Арзамаса по новой платной трассе М12 водителю предлагается выложить 2800 рублей, хотя еще недавно речь шла всего о 4-5 сотнях. А ведь дорога презентовалась как часть пути Европа-Западный Китай. При таких тарифах поездка до Поднебесной вполне может обойтись в среднемесячную зарплату. Ну а если вы планируете купить новый автомобиль, то самый выгодный способ – это зайти на автоспот.ру. Ведь только тут собраны все предложения на автомобили от официальных дилеров, причем указываются и скидки. Возьмем для примера китайские автомобили. Тут встречаются скидки от 50 до 100 тысяч рублей на покупку за наличные. Если в вашем городе таких скидок нет, посмотрите, к примеру, Питер. Там прям предложения очень хороши. И так по каждой марке и модели. Остается лишь выбрать машину и оставить заявку для бронирования. Заходите на Автоспот, ссылка в описании. А что с трассой М11? Там за проезд до подмосковного Солнечногорска в будни с вас снимут 900 рублей, а в выходные 1150. И это при том, что по всей 684-километровой дороге Москва-Питер можно промчаться за 2400 рублей. Почему так? Да потому что Шереметьево. Опаздывающий на самолет раскошелится на любую сумму. Глядя на этот праздник жизни, Автотор схватился за голову, поняв, насколько он облажался в свое
время с тарифами на М4 Дон. Ведь в 2021 году до Краснодара в выходные можно было добраться за жалкие 1920 рублей. Теперь та же дорога облегчит ваш кошелек на 3510 рублей, и это в будни. Если у кого-то еще остались сомнения в антинародной деятельности структур, ответственных за дорожное хозяйство и обеспечение мобильности граждан, то ему стоит напомнить о неправославных тарифах на московский паркинг, который в пределах третьего транспортного кольца составляет 450 рублей в час, а в районе Москва-Сити взлетает до 600 рублей за час. В общем, либо над простым водителем откровенно издеваются и доят его как корову молочной породы, либо действительно наши чиновники считают своим долгом насильно пересадить всех автовладельцев, за некоторым исключением естественно, на общественный транспорт. А как считаете вы, если платные дороги такие дорогие, то куда деваются деньги на ремонт бесплатных дорог? Пишите в комментариях.